Здравствуйте, уважаемые контакты GST. Темой GST-дискуссии является GST-экзамены. Для чего нужны GST-экзамены? Экзамены необходимы для того, чтобы стать контактом GST и официально функционировать, сотрудничать с GST. Экзамены сдаются весной в период между 21 апреля и 3 мая. Место, где будут проходить экзамены, определяется заранее в результате тайного голосования. На 2022 год основной точкой GST является российский мегаполис, столица Москва. Экзамены проходят офлайн в течение 350 минут. Экзамены делятся на 3 основных части: устная, письменная, практическая. Чтобы попасть на экзамен, вам необходимо пройти отборочный этап. На отборочном этапе будет опрос, проходящий в устной и письменной форме. Всего в 2 формах 21 задание суммарно. Чтобы сдать данный вводный этап, вам нужно ответить на 14 заданий из 21. Если вы не справились с данными заданиями, то вы не допускаетесь к основному экзамену. Также куратор имеет право не допустить вас к основному экзамену, если вы нарушаете неоднократно протокол GST и FIF протокол. Экзамены проходят закрытого формата в павильонах. За 30 минут до начала экзамена нужно прибыть в павильон. Во время экзамена запрещено пользоваться предметами, которые не были выданы вам кураторами. Мобильные и электронные гаджеты, шпаргалки, учебные материалы и так далее. На экзамен ничего приносить не надо. Все канцтовары и дополнительные материалы будут выданы вам кураторами. Во время экзамена вы не можете выходить из аудитории. Если вам стало плохо, то вам окажут необходимую медицинскую помощь на месте. Кураторы во время и до экзамена имеют право тщательно досмотреть каждого принявшего участие в экзаменах человека. Устный экзамен проводится между куратором, контактом GST, и человеком, поступающим на роль контакта GST. В данном экзамене нужно ответить на 21 устный вопрос. Запрос от куратора, связанных с вашей личностью. Опрос проходит в течение 70 минут. Запрос отличается от вопроса, утверждающей формой опроса. В письменном экзамене вам будет предоставлено 21 задание. Письменный экзамен делится на 3 части: тестовая, аналитическая, творческая. В каждой части по 7 заданий. На письменный экзамен отводится 140 минут. В тестовой части вам нужно выбрать один или несколько вариантов ответа и ответить на вопрос или запрос. В аналитической части вам нужно сравнить данные в таблице, написать определение, исправить и найти ошибки в тексте, сопоставить одни данные с другими, ответить на вопросы, отличить правдивую информацию от ложной. В творческой части вам нужно разобрать и подробно описать ситуацию, описанную в тексте, вынести свое мнение и вердикт, написать мини-эссе и план-характеристику по тексту, написать свою историю и подобрать, разобрать, проанализировать ее характер, сходство, отличия с историей из текста. Написать и описать психологический портрет человека, предоставленного и описанного в тексте на 210-700 слов. Написать мини-сочинение, рассказ про GST, ваше отношение к GST, цели, ожидания и любую другую информацию, 140-210 слов. Описать ситуацию, предоставленную на картинке и в тексте, вынести свое мнение и вердикт. Перечислить пункты протокола, которые были нарушены в данных файлах истории. Не меньше 14 отличительных друг от друга пунктов. Далее будет тайное задание. Тайное задание достается каждому разное. Тайное задание не имеет правильных и неправильных ответов, но имеет ограничения. Ограничения. 140-210 слов. Слова — это аббревиатура, союзы, предлоги, местоимения, частицы и так далее. Ограничения по тематикам. 3 тематики: правосудие, солидарность, толерантность. Ограничения по цензуре. Формат текста должен подходить для возраста 0+, но иметь официальный стиль изложения.
В практическом экзамене вам будет предоставлено 21 задание. Практический экзамен делится на 3 части: правосудие, солидарность, толерантность. В каждой части по 7 заданий. На практический экзамен вам отводится 140 минут. В части правосудия вам нужно рассудить кураторов, инсценировать виновных в каких-либо фальсифицированных ФИФ-функциях. В части солидарности вам нужно на открытом полигоне, на улице, в павильонах, в открытом месте, в парках помогать людям в каких-либо благосклонных функциях, руководясь правилами солидарности. В части толерантности вам нужно в закрытых павильонах, ресторанах, клубах, пентхаусах, виллах, кортах проявлять свою толерантность к людям, руководясь правилам толерантности. Хотите больше информации? Участвуйте в мероприятиях GST и получайте доступ на свои запросы. Емцев Nazar and GST Justice, Solidarity, Tolerance, Present Function for Context. Thank you for your attention.